Так, значит, добавили сегодня новые квесты. Пока что только за долг и за наймов. А за свободу и свет будут позже. Насколько именно позже, не ясно. Начну пока что с долга. Первым делом говорим с торпедой. Он скажет, что долг, как всегда, в опасности и ищет добровольцев для выполнения опасных заданий. А то есть, нужно пойти и поубивать крыс. Но на точке находим неизвестного. Это какой-то заика, агент с броней рубежа, который думает, что мы его связной. Расспрашиваем его. Он говорит что-то о боеголовке, которая работает как застой, и разрабатывает ее никто иной, как Зевкас. Но мы быстренько сливаемся и докладываем торпеде обо всем случившемся. Он на нас быкует, что мы не задержали возможного шпиона, но потом его осеняет, что это может быть его бывший товарищ Бонд, который считался погибшим. Немедленно отправляет нас задержать его и привести его к врачу. Но на месте Бонда уже нет. Осматриваем очевидный рюкзак и расшифровываем слова. Это изи, тут даже сброса нет. Можно просто тыкать все подряд. Расшифрованная фраза звучит так. Товарищ Ленин укажет дорогу. Собственно, туда мы идем. Говорим с Бондом, а он не хочет. Видите ли, сначала нужно убить каких-то зомби, которых тут нет. Ну а если ты ищешь надежный способ пополнить свой баланс Steam, а также с минимальной комиссией на рынке, то рекомендую заглянуть на Playrock. Здесь просто вводишь свой логин Steam и сумму пополнения, после чего выбираешь способ оплаты, и деньги уже через пару минут будут на твоем аккаунте. А само пополнение доступно в разных валютах, с самыми разными способами оплаты, начиная с карт, заканчивая криптой. Помимо Steam на Playrock ты можешь найти ресурсы или подписки на более 400 игр и приложений. От каких-то Майнкрафтов до Доты, Фортнайта или чата GPT. Ссылочка в описании. Поискав зомби тут 10 минут, оказалось нужно отойти подальше, а то похоже спаун блочился. Убиваем нежить и говорим с Бондом. Дальше подыгрываем его шизе и говорим, что его костюм не подходит. Давай-ка лучше я схожу в соло. Возвращаемся к торпеде, рассказываем, и его осеняет гениальная мысль. Нужно сделать фальшивые документы о лаборатории, где они уже с доктором будут ждать Бонда. Не думаю, что то, что в документах, что-либо решает, поэтому выбрал на рандом. План за документами не сработал, он нас раскусил. Хз, если тут альтернативный сценарий, если бы я не выбирал доки на рандом. В общем, дальше нужно найти тайник. Он вот тут. Возвращаемся к Бонду и тэпаемся в данж. Ну я так думал. Оказалось, тут просто была местная тусовка всех этих товарищей. Выпиваем или не выпиваем таблетку, тем самым провоцируя Бонда выпить ее тоже. Собственно, после этого он вырубается. Как и мы. Но док вкалывает нам адреналин. И на этом все. Конец. И вот такая награда. А теперь за наймов. Говорим с Бубой. Он подозревает в странных делах Резникова, поэтому нам нужно выкрасть его ПДА и расшифровать. Забираем ПДА в тумбочке и отдаем стигийцу. Он взламывает, скидывает нам копию, и оригинал нужно вернуть. Возвращаемся с этой инфой к Бубе. Получаем координаты встречи. Прибегаем и подслушиваем разговор. Оказывается, он заказывает какие-то конфетки у Свободы. Я подозреваю, что это котики. А то Свобода и котики вещи неразрывные. Возвращаемся к Бубе, и тот уже готов захерачить Резникова. Но мы, конечно же, говорим, что все не так однозначно. Идем искать тайник с конфетками. Поиск, конечно же, через сигнал, и 3 раза я просто ловил обычный. Ну да ладно. Находим тайник с таблетками и возвращаемся. Буба уже накрыл поляну и приглашает Резникова побухать, так скажем. Но в это время мы подсыпаем ему те таблетки. А то Буба думает, что Резников хочет травануть начальство. Хз, что решает тут выбор, пить в реале или пить понарошку. Но в итоге всего этого действия Резников убегает продрестаться в туалет. И оказывается, эти таблетки были от проблем с кишечником. Вот так вот. Конец. Довольно небольшие квесты, проходятся за пару минут, ну и на этом все.